Здравствуйте, мои маленькие любители Звездных войн. Сегодня я хочу вам поведать обзор на пачку клонов с Леей, наносящих много урона на второй и четвертых фазах танка героек. Мое видео снято на второй, это так к слову. Начнем с обзора пачки в целом и модов, нужных им. Лидером пачки является Коди, потому что он дает клонам 30% крита и самому Коди дает оборону. Благодаря ей он получает мало урона, но не суть. Ему следует ставить моды на скорость. Чем больше скорости, тем чаще мы будем юзать 212 атаку. И в идеале нам нужен Speed Set. Шанс крита играет очень важную роль, так как основной урон клонов идет от его способности 212 атака. Суть этой способности в том, что Коди призывает всех клонов в поддержку и одного случайного союзника. Каждый крит, удар помощников, снижает КД способности на 1. К слову, КД способности в общем составляет 6 ходов. Следующий клон — это Эхо. Его нужно снаряжать в сеты критического урона и шанса критического удара и ставить моды с максимальной атакой в дополнительных статах. Так как он вносит основной урон с уникальной пассивной способности, благодаря которой он имеет 30% шанс прийти на помощь союзнику при использовании основной атаки, он нанесет на 40% меньше урона. Для клонов шанс призыва удваивается. Имеет буст ШХ с основной атаки и мощное АОЕ со специальной способности. Также имеет уникалку на реген 7% максимального хп у всех клонов, когда он использует основную способность. Срабатывает не чаще 2 раза за ход. Fives. Также ставим моды на крит урон и крит шанс с допками на атаку. Я поставил ему стрелку на скорость для того, чтобы он чаще ходил и стрелял с двойными атаками, чтобы увеличить шанс призыв Эхо. Также поставил крест на эффективность для лучшего наложения минус скорости на танк. Итак, остались два нерассмотренных персонажа, это Сержант и Лея. Эти персонажи играют также важную роль в данной пачке. Начнем с Сержанта. Это основной ДД, агрессор и просто челик в шлемаке с шестистволкой. Ставим ему моды, угадайте какие, конечно же, крит урон и крит шанс и максимум атаки, ему прямо нужен максимум. Данный перс заливает себе 50% ШХ с автоатаки при крите, но он всегда критует. Также имеет АОЕ и супер ДД уникальную способность, которая дает ему крит урон в размере 4,5% за каждого клона, увеличивает кэше на 10%, также при крите он бафает себе атаку. В сумме он имеет крит шанс более 100%, так как сам по себе с модами он имеет 50%, 10% он получает от уникалки, 30% от Коди и 25% от Леи. Так, насчет Леи, перейдем к ней. Ее основная польза заключается в бафе крита с уникальной способностью. Она имеет 55% на баф крита всем на 2 хода при атаке. И с таким же шансом регенить себе 5% максимального хп. Моды КПШ. Жмем инвиз по КД, чтобы всегда на ней висели бафы на атаку и на крит урон. Ну и соответственно жмем автоатаку. Если остались вопросы по скиллам персонажей, можете зайти в игру и прочитать описание. Ведь после последней обновы все стало информативно, ясно и понятно. Перейдем к механике боя. Нам нужно будет сносить 3 пушки у танка за один ход, чтобы получить 2 бафа. Первый баф — это 100% преодоления защиты, то есть наши персонажи будут наносить полный урон, и 25 скорости. Этот баф очень важен. Хочу напомнить, чем больше скорости уходит, тем больше раз вы сможете использовать 212 атаку, и следовательно больше нанесете урона. И самое главное, жать кнопку 212 атаки у Коди по КД, когда танк сбит. Почему сбрасывается КД на 212 атаку? Ведь у нее, вы спросите, КД 6 ходов, а союзников всего 5.
Файз стреляет 2 раза, и Лея как минимум всегда 1 раз стреляет, в лучшем случае 3 раза. Поэтому у нас всегда КД сбрасывается. И они постоянно всегда критуют, потому что много крит шанса за счет бафа Леи и самого Кадислава. Основными проблемами пачки являются несработка крита одного из атакеров, что приводит к неполноценному сбросу КД у Коди. Тяжесть выживания Леи после огненного АОЕ танка. Отхил и максимум ХП не хватает. Рандомность автоатаки Леи, рандомность призыва Эхо. Не наложение минус скорости от Файза. И также время сбора осколков сержанта, так как данный персонаж фармится с 3 сложных битв. И чтобы собрать его быстрее, вам придется их рефрешить за 50 крит каждый стол. Плюсы данной пачки. Большой урон, благодаря ему можно легко входить в топ по урону на танке. Возможность использовать данной пачки на ГВ и арене. Ну, это сомнительные плюсы, но все же. Хоть какая-то польза от них будет. Приятного просмотра.
И в заключении могу сказать, что представленный трай был средний по урону и составил около 18% хп танка. Конечно, бывали траи получше за 20-21%. Но это такое. Так что выбор за вами, стоит ли качать данную пачку и брать топ или нет. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте Лукаса под видосом и оставляйте свои комментарии. Вступайте в группу ВК по игре, ссылка была внизу в видосе, если вы не увидели. Или переходите по ссылке в описании. Буду рад вас там видеть. А на этом у меня все. До новых встреч. Спасибо за просмотр, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал, этим вы способствуете выходу новых видосянских, также смотрите рекомендованные 2 видоса. Помни, сила рыцаря джедай — это сила вселенной.